Привет! Я уже показывала вам столицу солнечной, а иногда не очень, Армении. Сегодня мы начнем искать ту самую душу. Мы побываем в маленьком селе около границы с Турцией, а потом затеряемся за этими бесконечными обрывами и холмами. Подружимся с местными собаками и коровами, узнаем, что такое настоящий армянский автостоп и разобьем мой дрон в скалах. Да, shit happens. Стоило ли оно того? 100%. Так что погнали! Больше всего я ждала вот этой поездки. Здесь можно познакомиться с Араратом настолько близко, насколько это возможно сделать на территории Армении. Мы едем в Хор-Вирап. Это монастырь на холме в 40 километрах от Еревана, откуда открывается шикарнейший вид на гору, к вершине которой, если верить легендам и Новому Завету, приплыл Ноев ковчег после потопа. Чтобы добраться туда, ищите маршрутку на автовокзале прямо около ЖД вокзала. Прямо к монастырю ничего не едет. Легче всего напроситься в маршрутку, которая будет проезжать мимо села Покр-Веди, откуда нужно будет протопать еще 3 километра. Вообще, нам супер сильно повезло, и нас подобрал один водитель в самом начале пути. И, кстати, он туда даже не собирался ехать, а просто решил помочь нам. Монастырь Хор-Вирап расположен над подземной темницей, где армянский царь со сложно выговариваемым именем Трдат III задержал в заточении святого Григория Просветителя. Это тот человек, благодаря которому в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство как государственную религию. Обязательно советую подняться на маленькую гору около монастыря, где находится флаг и Хачкар, так называемый крест-камень. С этой обзорной площадки монастырь кажется еще величественнее, а еще более величественным выглядит Арарат. Это священное место для армян, которые называют себя первым народом, появившимся на земле после всемирного потопа. На самом деле, с 1921 года и по наши дни гора Арарат находится на территории Турции, но армяне продолжают считать ее главным символом своей страны. Арарат даже изображен на гербе Республики Армения. И, кстати, это не одна, а целых две горы – Большой и Малый Арарат. Обратно в Ереван мы сначала начали идти пешком и, в принципе, были не против прогуляться, но нас подобрали на машине и отвезли до ближайшей автостанции, где помогли найти автобус до Еревана. Новый день – это обязательно новое приключение. Мы сегодня выселились из хостела и направляемся в одно очень удаленное, но очень красивое село. Надеюсь, что у нас все получится. Нам предстоит добраться до села Татев, которое находится в 250 километрах от Еревана. Можно найти маршрутку, которая будет ехать в горы, и договориться с водителем, чтобы он остановился около поворота, откуда уже ничего не едет. Отсюда предстоит преодолеть 25 километров пути по горному серпантину, надеясь, что кто-то сжалится над нами и подберет, чтобы хотя бы немножко подвезти. Нам повезло больше, чем я ожидала. С нами ехал парень, которому тоже надо было в Татев, просто решил нам помочь, за что ему сильно много благодарностей. Примерно на полпути в деревне Алидзор находится самая длинная в книге рекордов Гиннесса канатная дорога, которая называется Крылья Татева. Поездка в одну сторону стоит около $10. Билеты раскупают очень быстро, а в кабинке ты едешь не сам, а большой группой людей, поэтому мы не решились. Так что нам предстояло сначала по головокружительному серпантину спуститься вниз, а затем по такому же подняться наверх к монастырю. Само Варатанское ущелье, а именно так называется эта местность, стоит того, чтобы здесь прогуляться. Посетить это место довольно сложно из-за труднодоступности местности, в которой оно расположено. Но, как видите, даже без транспорта все реально.
Карен довез нас до поселка и даже помог нам найти наш гестхаус, который мы забронировали на следующие 2 дня. Мы арендовали отдельную комнату в доме, где, кстати, в стоимость проживания включен завтрак. В деревне есть несколько магазинчиков, но цены там очень сильно отличаются от тех, что были в Ереване. Но тем не менее, хозяева попались нам очень гостеприимные, поэтому напоили чаем после приезда, а потом и вечерком. Особенно мне понравилась терраса с шикарным видом, где нас и кормили завтраком. Собственно, о нем. Дорогой дневник. Доброе утро. Мы покушали очень вкусный завтрак, состоящий из картошки, 2 видов сыра, мацуна, овощей и зелени собственного огорода, вареных яиц, хлеба и лаваша собственной выпечки и, конечно, чая с пироженкой. Понаслаждались нереальными видами, а теперь готовы идти любоваться тем, из-за чего мы сюда и приехали. Высоко-высоко в горах и далеко-далеко от Еревана есть село Татев. В селе этом находится монастырь, который был построен еще в 9 веке. С ним связано поверье о татевских крыльях. По легенде, архитектор не успевал закончить строительство в срок, из-за чего князь подослал убийц. Перекрестясь и крикнув «Святой Дух, дай мне крылья!», архитектор шагнул в пропасть, но не разбился, а полетел. Сегодня это одна из самых известных святынь Армении, расположившаяся в красочном уголке природы. Особенно советую пройтись 10 минут по дороге справа от монастыря, чтобы увидеть его со стороны. Отсюда он выглядит очень эффектно. Тут время замедляется. Вокруг тебя неспешно гуляют жители села, с тобой здороваются, приглашают на чай, и ты чувствуешь себя как дома. Вот это мое место силы, куда я точно вернусь, и не раз, и вам очень советую. Мы когда ехали в Татев, мы забронировали на 2 ночи хостел, и проживание закончилось, а место было занято. Поэтому мы пошли по улице спрашивать людей, может быть, у кого-то есть свободная комната, которую они сдают. Подошел парень, который согласился сдать нам комнату за 5000 драм. Мы вчера переночевали, а сегодня нам выставили счет в 10 000 драм. Ну, по крайней мере, там была качелька на террасе с классным видом, где нас накормили сначала ужином, а потом и завтраком. Но теперь нам приходится идти пешком 25 километров, потому что у нас вообще нету денег. Так что предстоит нам в Ереван добираться нашим любимым способом. Пешком по серпантину вниз и вверх с огромной надеждой на автостоп, с чем нам в принципе везло. В общем, нас подобрали ребята только что. Мы находимся в самом низу сейчас, и нам еще 19 километров вверх. Потом были отчаянные попытки автостопа под палящим солнцем, а также неожиданный шпагат и разбитая коленка. Нас подобрал мужчина, и мы попросили высадить нас на точке, которую показал нам тогда Карен. Она вот так называется, и здесь самый нереальный вид на каньон, где мы, как ожидалось, зависли на несколько часов. С таким-то видом грех не зависнуть. А потом мы решились продолжить идти в сторону перекрестка, где едет автобус на Ереван, и случайно остановили машину, которая ехала прямо в город. Мы познакомились с замечательной семьей, мамой и сыном, которые накормили нас мороженым, напоили кока-колой и вообще были прекрасными людьми. Автостоп Армении работает идеально. Кстати, пока мы ехали, то дважды пробили колесо. Это то, что нужно знать о моей удаче и об армянских дорогах.
Абсолютно обгоревшие, уставшие, но счастливые мы вернулись в Ереван, чтобы на следующий день отправиться в еще одно необыкновенное место. Оно находится в 40 километрах от столицы. Едем в монастырь Гегард. На улице плюс 37, я это называю слабоумием и отвагой. Значит, навожу справки. Первый пункт квеста – это добраться до автостанции под названием Гаи. С центра доедете сюда на автобусе номер 5. После ищите маршрутку до Гарни. Ехать примерно полчаса, и один билет стоит 300 драм. Но на этом приключения только начинаются, ведь маршрутка останавливается в Гарне, а к следующему месту не едет ничего. Так что по старой схеме придется пройтись пешком, ну или как мы, автостопить проезжающие мимо машины. Идти 7 километров и немного в гору, по пути знакомясь с милыми коровками. Гегард – это монастырский комплекс, высеченный в скале. Он настолько органично вписывается в окружающий ландшафт, что можно на секунду подумать, что он был создан природой, а не рукой человека. Название Гегардаванг переводится как «монастырь копья». По легенде, здесь хранилось копье, которым был пронзен Христос, когда был распят на кресте. Это место прям обязательное для посещения, особенно если у вас много времени и нет дрона, который вы хотите здесь разбить, как это сделала я. Вчера мы поехали в Гегард, и я поломала дрон. Мы пытались его найти, мы увидели одно место там, где было похоже на дрон, но когда мы приехали домой и увеличили фотографию, это больше похоже на бутылку. Связь в один момент просто оборвалась, и, возможно, его подбили птицы, но суть в том, что, по рассказам людей, которые видели его падение, он был на высокой скале, куда никто не мог залезть. Хотя люди и пытались помочь, но в итоге пришлось просить помощи у священника, который связался с местным альпинистом. Во второй день приехал мой спаситель, который, как настоящий профессионал, залез на самую верхушку, обыскал всю скалу, и все-таки вернул мне мою птичку, после чего и жить стало веселее, и узнавать Армению дальше захотелось. Поэтому отправляемся любимым автостопом обратно в Гарни, чтобы увидеть языческий храм. По оценкам историков, он был построен еще в 1 веке. Слушайте, ну выглядит он очень греческим. Ну а что? Я так Грецию себе и представляла. Это действительно классический греко-римский храм. Прямоугольное сооружение, обрамленное со всех сторон колоннадой. После провозглашения в Армении государственной религии христианства, храм не был разрушен, в отличие от других языческих храмов. Но с силами природы он не стал соперничать, потому был почти полностью разрушен землетрясением в 17 веке. Зато в прошлом веке его восстановили. Говорят, что музыка может коснуться души человека без слов. Армянский дудук – один из тех музыкальных инструментов, звуки которого проникают сквозь сердца и душу. Послушайте сами. Слева от храма тропа ведет по крутому склону в ущелье реки, где расположено еще одно интересное место. Оно известное, но не популярное. Все дело в том, что из-за плохой дороги и угрозы камнепада экскурсоводы часто избегают это место. Так что надевайте удобную закрытую обувь и будьте осторожны. Местные называют это место чертовой пасекой, потому что эти скалы очень похожи на пчелиные соты. Над землей свисают огромные базальтовые столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на такие ровные края этих громадных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Кстати, узнаете местечко? Оно было показано в армянском мультфильме «Ух ты, говорящая рыба». Немножко провтыкав время, мы осознали, что опоздали на последнюю маршрутку обратно в Ереван, поэтому решили начать автостопить еще с самих сот, и нам опять сильно повезло. Нас подобрала Лилит и друг ее папы, они как раз ехали в Ереван. Они нам показали еще одно красивенное место с нереальным видом – арку Чаренца, после чего Лилит пригласила нас к себе в гости, где напоила чаем, самым вкусным домашним вином и просто поразила гостеприимностью. Армения стала моей 31-й страной, которая
впечаталось мое сердечко своей природой и людьми. А я благодарю всех прекрасных людей, с которыми я познакомилась в поездке, и жду с нетерпением следующего моего визита в Армению. Всем удачных путешествий!